Муську украли прямо из дома. Хозяева предположили, что это могли быть недобросовестные заводчики породы Мейн-кун. Таким образом, они могли сэкономить определенную немалую сумму денег, а затем продавать котят Муськи. Для своих хозяев Муська была настоящим членом семьи. Котенка Мейн-куна, глава семейства, Ольга и ее сын Алексей, взяли, когда питомцу был месяц. Четвероногий друг не отставал от хозяев ни на минуту. В выходные Леша брал Муську отдыхать на природу и играть на даче. А в будни семья обучала котенка на базе по социализации животных. Кошка отвечала на любовь хозяев взаимностью, преданно охраняя семейное поместье. Верный четвероногий друг всегда несла свой почетный пост на веранде дома. Когда хозяева возвращались с работы, Муська, мягко мурлыкая, выбегала их встречать. Так было каждый день, пока Муська не исчезла, вспоминает хозяйка кошки Ольга. Наша кошка как сквозь землю провалилась. На шлейке мы ее не держали, но из-за ворота она никогда не убегала. Она у нас породистая, с хорошей родословной. Правда, такая ласковая была. Скорее всего, ее попросту украли. Но в полицию же мы не подадим заявление о пропаже кошки. Поэтому мы сами бросили все силы на ее поиски. Ольга и Леша подавали объявления о пропаже Муськи в интернете, писали в газеты, рассказывали о ее поисках на радио и даже пытались искать кошку через местное телевидение. Мы 2 месяца прочесывали округу на машине, делится хозяйка кошки. Попадались на уловки мошенников, которые утверждали, что якобы нашли кошку и отдавали им деньги. Мы очень тщательно ее искали. Однако все было безрезультатно. Мы долгое время не хотели брать новых питомцев, хотя мне предлагали много породистых кошек. Все это время я будто чувствовала, что может произойти чудо. И вот через 7 лет к нам постучала незнакомая женщина, которая сообщила нам: «Ваша кошка нашлась». Беспризорную исхудавшую кошку нашли в поселке Березка, что в 20 километрах от дома Муськи. Грустная Мурлыка жила возле продуктового магазина, где ее подкармливали прохожие. Как и когда кошка там появилась, не знал никто. К тому времени кошка от истощения уже еле передвигалась. И больную кошку отправили на передержку. Это было в майские праздники, рассказывает владелица передержки Ирина. Я собираю пожилых мейн-кунов, поэтому забрала Муську. Кошка была без ошейника. Характер у нее спокойный. Взгляд умудренный жизнью, она с достоинством залезла в переноску и задумчиво смотрела в окно. Очень благородная кошка. Дома у меня сразу улеглась возле веранды, чтобы охранять дом. Покормив питомицу, я стала разглядывать, есть ли у нее раны. И тут нашла на ухе кошки клеймо. Такие клейма ставят всем породистым животным. По нему Ирина и узнала производителя, который делал метку кошки, и сразу же позвонила в это агентство. Ирина взяла Муську к себе на передержку. Удивительно, но все клейменные книги у них сохранились, улыбается хозяйка передержки. В них были и данные о хозяине, который покупал котенка. Но был указан лишь адрес. Люди к тому моменту уже давно могли переехать. Но я собралась и поехала на свою удачу. Позвонила в дверь и скромно объяснила, что нашла кошку по клейму. Хозяйка дома прошептала: «Это наша Муська». Хозяйка Ольга тут же позвонила сыну и обрадовала, что их Муська нашлась. Алексей к тому моменту уже вырос и завел семью. Но свою четвероногую подругу хозяин не забывал. Радостная новость застала его во время похода в горы. За кошкой поехали Ольга и ее дочь, которая тоже помнила Муську, продолжает Ирина. Приехав, они первым делом посмотрели ее зубы, чтобы проверить. Ведь у Муськи был с детства сколот клык. И тут начались слезы, объятия. Они тихо шептали: «Муська, Муська». Родственники посадили свою найденную питомицу в машину и повезли ее в родной дом.
От такой картины я тоже заплакала и помахала им вслед. Хозяева Муськи до сих пор не верят своей удаче. «Это чудо!» — прослезилась Ольга. «Такого не может быть. Пока мы ехали к Ирине, нас не оставляли сомнения, что это наша кошка. Такого ведь не бывает. Клеймо должно было стереться за эти годы. Но по счастливому стечению обстоятельств нашу любимую питомицу не усыпили, ее метка не стерлась, и нашлись добрые люди. Это настоящая судьба. В такие моменты начинаешь верить в чудеса. Муська была сильно исхудавшей и плохо стояла на лапах. Поэтому хозяева сразу же отвезли ее в ветеринарную больницу, а после приема стали лечить и откармливать. Сейчас она уже носится по участку, а на ночь просится домой. Смеется хозяйка Муськи. Для нас она как человек. Когда мы ее на рентген возили, она такими преданными глазами на нас смотрела. Если бы Муська умела говорить, она бы рассказала, что пережила. Ее где-то держали. У Муськи резцы сточены. То ли она прутья грызла, то ли клетку. Потом ее, видимо, выбросили. И она скиталась. На нее нельзя было смотреть без слез. Семья Муськи уверена, что она их не забыла. Когда Муська пришла в себя, она, судя по поведению, реакции и отношению к нам, все вспомнила, считает Ольга. Когда мы ее первое время гладили, у нее как будто слезы на глазах наворачивались. Самые настоящие слезы. Поначалу она не играла и почти не ходила, а теперь резвится, будто вернулась в детство. Но страх у нее еще остался. Когда ворота участка открываются, она сразу бежит в вольер и прячется. После того, как Муська вернулась домой, хозяева кошки стали считать 8 мая ее вторым днем рождения. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!